Монтирую кабельный канал, укладываю кабель и устанавливаю трансформатор. Всем привет! Начну этот выпуск со знаменательной новости. Первая железнодорожная диорама на днях набрала 300 тысяч просмотров. Спасибо большое за поддержку и за высокую активность под этим видео. На фоне этого успеха я решил начать Новый год со сборки макета тяговой электроподстанции переменного тока. Она необходима для распределения, преобразования и питания железнодорожных потребителей. Этот выпуск я постарался сделать информативным, поэтому заваривайте чай и устраивайтесь удобнее. Приятного просмотра! Тяговые подстанции бывают постоянного и переменного тока. Они подключаются к сети с напряжением 110 или 220 кВт промышленной частоты. Задача подстанции понизить и преобразовать высоковольтное напряжение в однофазный переменный или постоянный ток для передачи энергии к электроподвижному составу по двухпроводной системе провод-рельс. Помимо электроподвижного состава, тяговые подстанции обслуживают железнодорожные вокзалы, локомотивные и вагонные депо, погрузочно-разгрузочные площадки, переезды и прилегающие к железной дороге жилые массивы. Таким образом, они являются составным звеном единой электросети. Взяв за основу этот снимок, я решил изготовить транзитную тяговую подстанцию переменного тока. Схематично изобразил контур основных элементов диорамы и отправил чертеж на лазерную резку. Это самый простой способ изготовить детали из фанеры для основания любой диорамы. Мощности трехваттного полупроводникового лазера недостаточно, чтобы выжигать детали в один проход. Приходится выставлять максимальную мощность, низкую скорость перемещения и около 10 повторных проходов. Недавно в гараже я запустил мощный станок с 40-ваттной CO2 трубкой, с водяным охлаждением, воздушным обдувом, сложной системой зеркал и фокусировочных линз. Уж этот станок способен в один проход выжигать 4-мм фанеру. Я обязательно сделаю отдельный ролик о постройке этого агрегата, а пока возвращаюсь за теплое, уютное рабочее место. Половинки склеиваю на столярный клей, он быстро и надежно фиксирует деревянное изделие. Главное условие при этом – равномерно нанести минимальный клеевой слой. Торец основания буду оклеивать фторопластовой лентой. Вырезаю ее с выступом в 3 мм. Он будет необходим для удержания слоя грунта. Г-образное углубление, разделяющее основание диорамы, предназначено для установки кабельного канала. Печатаю секции на 3D принтере и вклеиваю на посадочное место. Такие каналы изготавливаются из железобетонных конструкций унифицированных размеров. При прокладке кабелей таким образом обеспечивается надежная защита от механических повреждений и простота обслуживания кабельных линий. Чтобы получить доступ к каналу, необходимо просто снять верхнюю плиту. Дальше приклеиваю ограду зоны силового трансформатора и бетонный фундамент электротехнического оборудования. Грунт от Mr. Hobby по оттенку близок к цвету бетона, поэтому использую его как базовую краску для кабельного канала и фундамента.
Для имитации пыли и потека в кабельном канале разбавляю акриловую краску с водой. При таком способе нанесения краски ее пигмент лишь частично окрашивает поверхность, что создает объемный хаотичный рисунок запыления. Излишки краски убираю бумажной салфеткой. Для лучшего результата комбинирую несколько оттенков краски. В каналах кабель монтируется на металлические лотки. Такой вид прокладки обеспечивает хорошие условия охлаждения проводов, свободный к ним доступ, а также возможность их замены в процессе эксплуатации. Я буду делать кабельный канал частично открытым, поэтому приклеиваю все лотки без пропусков. Для имитации земли на диораме в качестве эксперимента я решил засыпать ее натуральным грунтом. Это универсальная земля для комнатных растений, поэтому в ней много лишних компонентов, которые будут выглядеть неуместно в данном масштабе. Просеянный грунт стал выглядеть крайне реалистично, но приклеивать его без дополнительной обработки чревато последствиями. На форуме садоводов я вычитал, что для эффективной дезинфекции земли применяется калий перманганат, она же марганцовка.
После пропитки земли этим раствором уничтожаются болезнетворные возбудители, бактерии и все виды вредителей. Когда грунт подсох до состояния, напоминающего кинетический песок, приступил к формированию покрова диорамы. Наносить влажный грунт оказалось намного проще, однако он оставляет темные разводы на деталировке диорамы. Пока грунт сохнет, приступаю к созданию железнодорожного полотна. Как правило, подъездной путь тяговой подстанции не сквозной. В конце пути устанавливается тупиковый упор. Ранее я не был знаком с его конструкцией и несколько удивился, что он изготавливается из того же рельса, что и основной путь. Изучив чертежи, приступил к его изготовлению. По готовности тупикового упора приступаю к окраске всех элементов пути. Для соединения тупикового упора с рельсами напечатал пластины с имитацией болтового крепления. После примерки подъездного пути приступаю к засыпке балласта. Гравий вокруг трансформатора необходим для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждении масляного оборудования трансформатора. Под слоем гравия находятся маслоотводы и маслосборники. Что интересно, габариты монтажной тележки силовых трансформаторов имеют унифицированный размер в ширину железнодорожной колеи.
Перед тем, как фиксировать грунт и балласт, опрыскиваем макет водой. Это позволит равномерно распределить клеевой раствор по всей площади основания. Для фиксации травяного покрова использую флокатор с выходным рабочим напряжением 30 кВт. Из-за того, что грунт быстро впитывает клей, оклеиваю макет отдельными участками. Для имитации кабеля в канале я использую олово разного сечения. В отличие от доступной меди или алюминия, этот металл крайне легко деформируется, что значительно упрощает процесс формирования изгибов провисающего кабеля. По сюжету диорамы центральная магистраль кабельного канала будет обслуживаться персоналом, поэтому он будет частично открыт. Масляной краской коричневого цвета имитирую загрязнение вдоль подъездного пути. Для этого точечно наношу незначительное количество краски и растушевываю ее white спиритом. Лучший способ очистить головку рельса от краски – протереть ее растворителем. Ватный диск повторяет форму рельса и создает плавный переход от ржавчины к зеркальному блеску. По готовности основания диорамы я приступил к проектированию 3D-моделей электротехнического оборудования, чтобы напечатать его на фотополимерном принтере. Все эти модели будут доступны для скачивания в моем Патреоне, ссылка будет в закрепленном комментарии. Линейные изоляторы металлических порталов изготавливаются из стекла, поэтому напечатал их из прозрачной смолы с эффектом провисания. Высоковольтные разъединители используются для видимого разрыва электрической цепи на время ревизии или ремонта оборудования подстанции. Они не имеют устройств для гашения электрической дуги, поэтому не допускают отключения цепи под нагрузкой, так как это приводит к возникновению устойчивой дуги, вызывая короткое замыкание между фазами. Главным элементом диорамы будет силовой масляный трансформатор типа TD-TNG мощностью 25 тысяч кВт-А. Этот тип трансформатора разработан специально для питания электрифицированных железных дорог. Трансформатор понижает напряжение из 110 кВт до 27,5 кВт. Именно на таком номинальном напряжении функционирует электроподвижной состав железной дороги. В этом трансформаторе находится почти 17 тонн масла. Оно необходимо для изоляции и эффектного отвода тепла от обмоток и магнита системы трансформатора. Циркуляция масла для охлаждения осуществляется по радиаторам, выполненным из множества труб.
Thank